Итак, я всех приветствую, с вами Юра, и сегодня я бы хотел сделать обзор на скетчбуки. Их у меня накопилось достаточное количество, если быть точным, примерно штук 6. Вот все они. И начнем мы, наверное, с самых ранних. Это вот эти вот три красавца, они относятся к 2019-2020 году. На самом деле я давно хотела снять обзор. Вот это первый скетчбук. Это скетчбук из Икеи. Украшен он такими красивыми наклеечками, которые мне подарила моя подруга, и вырезками из каких-то старых постеров к фильмам. Он в твердой обложке достаточно плотненький, но при этом его можно согнуть. То есть картон на самом деле очень хороший, есть закладка и резиночка, за что очень сильно благодарен, потому что великое изобретение человечества, я считаю. И скетчбук начат в июне 2019-го, вел я его по октябрь 2019-го, то есть месяцев 5 примерно. Тогда для меня это был вполне нормальный срок, потому что я не так уж и часто рисовал. Вот. Тут можно увидеть какую-то девочку с рожками. А также на первой странице я писал отзывы об этом скетчбуке. Не знаю зачем. На этой странице я ничего не нарисовал, потому что она склеена. А вот этот разворот сделан акварельными брашами. Не помню, какой компании, честно. Это были мои первые маркеры, которые я купил себе в Леонардо. Почему такой странный выбор? Потому что я тогда совсем не разбирался в маркерах. Они у меня, кстати, до сих пор живы. Тут мы видим каких-то девочек с вопросиком над головой, но мне больше нравится девушка с красными волосами. Я помню, когда рисовала, она тоже мне больше нравилась. Вот, но пропорции у них, конечно, хромают, у них очень маленький рот, насколько я вижу, и очень маленький лоб. Лоб не может быть настолько маленьким. При этом щеки большие. Ну, хоть в чем-то плюс. В этом скетчбуке полупрозрачные страницы, поэтому я буду держать его так. Это вырезка из манги, я думаю, вы все знаете эту мангу. Вторая, кстати, картинка, не помню откуда, там, где персонаж чихает. Но, кстати, это мне нравится до сих пор, потому что у меня сейчас дрожат руки, я даже так не нарисую. Опять какая-то рандомная девочка, все тем же розовым, ярко-розовым маркером. Я помню, был тренд в ТикТоке, где там заклеиваешь что-то, под этим что-то другое. Я так подозреваю, это из этой серии девочки. По-моему, это все срисовано. Конкретно откуда это все срисовано, я честно не знаю. Тут вот есть и девочка-зомби. Это что-то не дорисовано. По-моему, это был чеширский кот, но я его так и не доделал. Вот закладка. Собственно, он так и остался недорисованным. О, я хорошо помню эти развороты, которые пойдут далее, потому что я отжала у своей подруги фломастеры из Фикс Прайса и рисовал фломастерами из Фикс Прайса. На самом деле, кстати, у них очень интересная цветовая гамма, но по качеству чернил и наложения на бумагу я, конечно, промолчу. Вот. Дальше тоже идут какие-то рандомные персонажи, все теми же фломастерами. Это какой-то киборг, очень странный. Кстати, вот рыжая ручка, это тоже ручка из Икеи, и я на самом деле всем очень советую ее, потому что очень красивые ручки, и ими интересно получается заливка. То есть фактура заливки, конечно, видна, что это ручкой нарисовано, но при этом они очень яркие, очень красивые. Можно использовать также и для лайна, но они не перекрывистые, полупрозрачные такие. Это какие-то дети со странной анатомией. Ну, давайте не будем особо задерживаться. Тут тоже разворот все теми же фломастерами.
кто-то в короне и пухленькая девочка. Наверное, концепт какой-то феи был. Тут прям у чувака с короной очень много всяких разных профилей. Просто посмотрим на этот шедевр. Сразу видно, что автор этого рисунка очень любил смотреть аниме. Прям по профилю это очень заметно. Эту девочку я совсем не помню, к сожалению. О, тут у нас чувак вообще без рук почему-то. И какая-то девочка, занимающаяся боевыми искусствами. Я сразу извиняюсь перед людьми, которые знают японский и китайский языки, потому что я их не знаю и перевожу на Google переводчике, так что я без понятия, что значат эти иероглифы. А вот эта вот девочка в желтом, кстати, почему-то очень понравилась моему учителю по академическому рисунку, когда я ему тогда показывала свой скетчбук. Не знаю, чем она могла ему понравиться. Ну и зелененькая девочка просто в дополнение к ней. Дальше рандомные скетчи карандашом, которые опять же почему-то понравились моему учителю, причем именно вот эта девочка, которая стоит с руками над головой. А это хуманизация моих улиток. На тот момент у меня было всего 2 улитки, это Хефрен и Микерин. Кто не знает, у меня живут улитки-ахатины. Вот. И эта работа нравится мне до сих пор, потому что, несмотря на неправильную челюсть, она все равно выглядит очень классно. Девушка-коровка, опять же, теми же маркерами и текстовыделителями, и какой-то странный бледный скетч какой-то девушки, непропорциональный. Те же маркеры, это ракета и просто что-то взято из интернета, насколько я помню, и додуманное самим мной. Ну, собственно, тут вы видите все эти фломастеры в их великолепии. А это я сделала фигурками, которые продавались по акции. Не помню где. Кажется, то ли в Дикси, то ли в Пятерочке. Это вот какая-то полноценка, я так подозреваю, с красными, очень худыми, тонкими руками. По-моему, срисованные из интернета. Ну, точнее, скорее всего, срисованные из интернета. Руки тут, конечно, жутко непропорциональные. А вот чужого, я помню, я рисовал очень долго. Это скетчи со школы, особо мне о них нечего сказать, просто я пытался рисовать каждый день. Дальше я дико извиняюсь за эти 2 рисунка, потому что это демоны. Это жуткие, непропорциональные, голые демоны. Но у них ничего такого нет, так что YouTube не заблюрит. У них ужасно маленькие ноги, и с анатомией вообще очень много проблем, еще и не дорисован. И что конкретно творилось у меня в голове, я не знаю, когда я их рисовала. Тут мальчик-котик, опять же в какой-то немножко криповой почему-то манере выполненный, но у него очень прикольные волосы, они нарисованы текстовыделителем, поэтому они как будто бы светятся на бумаге. Вот, кстати, видно. Работы. Тут опять просто какие-то рандомные скетчи, перерисовка с обложки, да простит меня Человек-паук. Но это было в 2019 году, так что, собственно, что переживать-то. Этот скетч у меня не получился, я его заклеил. О, у нас тогда только началась химия, поэтому это хуманизация химических элементов. Не обращайте особого внимания. А это опять понравилось моему учителю. Наверное, потому что это срисовка. Кстати, нарисовано брашами контур. Не знаю почему. Дальше, насколько я помню, это девушка-жирафик с таким неровно нарисованным фоном. Кстати, нарисован он был брашью. На что я тогда тратил свои материалы. И опять тот же персонаж, что был и на первом скетче фломастерами из Фикс Прайса. Круто, у меня этот блокнот прям как будто бы протестил фломики из Фикс Прайса. Это тиктокер, я не знаю, есть ли он до сих пор, но раньше он был довольно популярен, он у меня не получился. И мой персонаж, к сожалению, от концепта которого я отказался, потому что он умер.
Да, вот такая вот печальная история, больше нет этого персонажа, так что я его больше не рисую. Скетчи из школы, опять же, еще больше скетчей из школы и девушка с яркими волосами. Жаль, что этого не видно на видео, но это не краска, это именно такой фломастер. И, по-моему, это самый лучший рисунок собаки, который я делала вообще за всю свою жизнь, потому что, к сожалению, животных я не умею рисовать. Это полноценка, опять же, того же персонажа, это аллегория печали, насколько я помню, с косыми глазами, но, тем не менее, я помню, как долго рисовала этот рисунок, и в итоге он никому не понравился, и я очень расстроился по этому поводу, ну а так, ничего примечательного. Этот рисунок опять же понравился моему учителю, хотя мне он совершенно не нравится, до сих пор он мне не нравится. Эти размытые круги, как вы поняли, случайно размазались, потом я домазал просто их. Изначально я хотела просто ровные круги нарисовать, но я кружок, что ж поделать. И с анатомией опять проблемы. Тут еще одна полноценка, это аллегория страха. Тоже из того же фэндома персонаж. Мне нечего о них сказать, потому что, ну, просто персонажи в то время у меня были такие. Еще раз они, только в ЧБ. И опять они, только немножко в другом концепте. Опять с ужасной анатомией. Почему у меня тогда анатомия была такая? Вроде ж нормально все было. Девушка карандашом аниме. Кстати, я тогда довольно долго не рисовал аниме, поэтому это было трудновато. О, Бульбазавр. Это опять же хуманизация Бульбазавра. Это моя хуманизация, не срисовка. Как можно заметить по анатомии и ужасно маленьким ножкам, а именно ступням. Но, тем не менее, этот рисунок мне нравится. Он вышел таким немножечко душевненьким. И моя любимая манга Noblesse. Или Нобитес. Короче, дворянство, если перевести на русский, это манга про вампиров. Не знаю почему, но она до сих пор у меня самая любимая. Сюжет довольно банальный, но прекрасные мужики, я считаю. Кстати, глаз нарисован прям профессионально. Я даже сейчас так, наверное, не нарисую. Особенно вот этот у Франкенштейна. Если что, это блондин, который... Вот, недорисованный динозавр, а дальше опять идут какие-то девочки, и скетчбук, собственно, на этом и заканчивается.